Приветствую всех на своем канале, и сегодня хочу поговорить о роде и как вы его понимаете. В чем разница между кровным родом и духовным, и кто такие родственные души. Не сравнивайте никогда кровный род и духовный род. Есть большая разница между родом кровным, в котором вы родились, и между родственными душами духовного рода. Сейчас постараюсь объяснить. Кровный род – это то окружение людей, группа, с которыми вы пришли, родились в этом воплощении. Это родные и дальние родственники по крови рождения, в настоящей жизни, в настоящее время, здесь и сейчас. Кровный род можно сравнить с поездом дальнего следования. К примеру, Хабаровск-Лиссабон. Все сели, и поезд тронулся по своему маршруту. На каждой станции люди подсаживаются, начинают знакомиться, так как некоторое время придется вместе путешествовать. Возьмем, к примеру, купе. Это близкие. Муж, жена, дети, родители. В следующем купе это могут ваши быть двоюродные братья, дальние родственники. То есть весь вагон как бы ваши ближайшие родственники. И так потом каждый со своей семьей, и, например, также дети, бабушки, дедушки. И теперь другие вагоны – это те люди, которые не случайно встречаются на вашем жизненном пути. Это ваши одноклассники, коллеги, друзья и так далее. Да? Люди, с которыми вы встречаетесь на вашем жизненном пути постоянно. Это люди как бы не случайно нам посланы. Итак, мы начинаем движение по жизни. Люди знакомятся, общаются. За это время, пока едут в место пункта прибытия, очень сильно привязываются друг к другу за время этого путешествия, обмениваются адресами и телефонами. Но вот приходит время, и каждому выходить на своей станции. И когда человек ушел, нам не хватает этого общения, и мы начинаем тосковать, скучать за этими людьми или за этим конкретно человеком, которые уже вышли на своей станции. Их движение уже закончилось, они достигли конечной остановки. Так и в жизни, в кровном роду. Одни рождаются, другие уходят. Каждая душа сама выбирает себе родителей, свое купе, где он начнет свое движение для прохождения определенной задачи, которую ставит себе сам человек перед воплощением. Для проработки своей кармы прошлого, чтобы получить опыт, знания для себя и своего духовного рода. Но это не говорит о том, что вы не можете на своем жизненном пути встретить свою родственную душу. Можете. Можете и встречаете, чтобы укрепить, усилить свой духовный род, которые не временные, как кровные, а постоянные и бессмертные, которые имеют огромную силу. Цель духовного рода – это развитие, эволюция и постоянная трансформация к высшему планетарному разуму Творца, а цель души – чувствовать умиротворение, спокойствие, безусловную любовь и счастье. Вы всегда можете узнать свою родственную душу из вашего духовного рода. Например, вы встречаете человека, и вам легко и комфортно с ним. Вы понимаете его с полуслова, то есть как бы на одной волне. Такой человек может вызывать чувство, что вы знакомы много лет, или уже где-то пересекались, или может показаться, что с вами это уже когда-то происходило. Хотя вы с этим человеком знакомы пару минут, может быть какой-то час. Также это может быть сильное притяжение друг к другу, и неважно, сколько вам лет. Это может быть между братом и сестрой, между родителями и детьми, или вы можете встретить вторую свою половинку из духовного рода, свою родственную душу. Между такими парами полное доверие и синхронность. Вы не чувствуете никакой необходимости контролировать или ограничивать этого человека. Родственные души не ограничивают друг друга. Что это означает? Что эти отношения без суждений. Если вам придется расстаться, вы отпустите этого человека без драм и упреков.
Часто души до воплощения договариваются, разрабатывают и составляют задачи и цели, которые должны вместе проработать, чтобы усилить свой духовный род, проработать какую-то негативную карму рода и получить опыт. Конечно, не у всех это получается, так как с трудностями, которые мы сами себе выбираем, не все могут справиться и устоять. Душа ломается, происходит дыра, провал. Это проявляется как болезни, стрессы, нищета, депрессии, одиночество, и так далее. Чем сильнее духовный род, тем сложнее и труднее стоит задача. Чтобы устоять, необходимо в первую очередь работать над собой, над своими эмоциями, так как только наши эмоции разрушают нас изнутри, разъедают нашу душу. Надо научиться прощать и любить себя, жить без зависти, обид и ненависти. Не тащить багаж вины за собой, а обрести внутреннее спокойствие и баланс. Надо научиться понимать, что все трудности, которые появляются на нашем пути, пусть это будут люди или ситуации, неважно, это наши учителя, которые таким образом толкают нас научиться взять ответственность за свои действия, за свои слова и поступки. У каждого человека свой путь развития, и кровный род – это те люди, которые закладывают фундамент вашего воплощения в эту жизнь, здесь и сейчас. А что вы построите на этом фундаменте, зависит только от вас. Родственные души, встречающиеся на вашем пути, это дополнение друг друга, чтобы развить и приумножить свой духовный род. Пусть это будет любовь, семья, богатство, мудрость или какие-то знания. Верьте в свои силы, в свою интуицию. Мы все ведомы планетарным духом Творца. Доверьтесь своему внутреннему голосу, своему истинному «Я», и вы справитесь с поставленной задачей. Вы пройдете этот путь трансформации души. Я благодарю вас, что были со мной. Если вам понравилось это видео, буду очень признательна за ваш плюсик и комментарий. Подписывайтесь на мой канал, чтобы как можно больше людей могли посмотреть это видео. И до новых встреч!